скажи, пожалуйста, вот у тебя есть, допустим, резюме перед глазами. Как ты его анализируешь? С чего ты начинаешь, на что ты первым смотришь, на что потом? Честно, очень скучно все будет в этом ответе, но первым делом ты смотришь на базовые квалификации, потому что это первое, что должно, в принципе, совпасть. И если базовые квалификации там есть, ну, по резюме, во всяком случае, пока ты не поговорил с человеком, ты не можешь оценить. Но, допустим, ты увидел, что, возможно, базовые квалификации на месте. После этого ты будешь смотреть остальное. Дополнительные проекты, там, какую, не знаю, карьерную траекторию, если она важна в этой роли, да, потому что в некоторых ролях у тебя должны быть какие-то смежные еще штуки. И, допустим, ты знаешь, что вот было бы хорошо, если бы кандидат до этого работал, допустим, в сфере полупроводников. Ты уже там дальше смотришь, так, интересно, а есть ли вот это вот дополнительное требование? О, вот этого нет, но у кандидата есть интерес. Ну, то есть ты пытаешься найти еще что-то, что может быть ценно для конкретной позиции. На что смотришь меньше? Формат резюме. Я знаю, что многие топят за то, что формат резюме — это супер важно. Это не последняя штука по важности, я согласна. Но это скорее связано не с тем, что у рекрутера есть какие-то предпочтения. Ну, знаете, одному легче читать такое, другому такое. Да, мы все говорим, что лучше лаконично, что чем проще, тем лучше, что лучше без цветов и прочее. Но тем не менее, даже если у вас зеленое резюме, у меня, кстати, было зеленое резюме, но это не Зеленое является... это в смысле по Ну, цвету? вот у меня, ты знаешь, нет, сами буковки были черненькие на беленьком, но там вот было зелененькое окошечко, еще что-то, в общем, какие-то декорации у меня там были. Вот, это было давно, но было такое резюме. Это не является критерием для оценки, как правило. То есть ты не отказываешь кандидатам просто потому, что тебе не понравился формат резюме. Более того, мы, как правило, работаем с нашими нанимающими, и мы объясняем, что большинство наших кандидатов — это не профессиональные резюме-райтеры. Это люди, которые не знают, что вы от них ожидаете. У вас могут быть внутренние ожидания, предпочтения, что угодно, но кандидаты об этом не знают. Понятно, что есть роли, на которых важно, чтобы человек хорошо там презентации делал, красиво писал. Допустим, копирайтер, который сделал ошибки там в резюме, ну это странненько, да? Ну как-то бросается в глаза. Если ты увидел какую-то опечатку у, не знаю, IT-специалиста или у кого-то, ну, скорее всего, это не критерий для отсева. То есть, если все остальное выглядит прекрасно, то, скорее всего, ты все-таки предпочтешь с человеком поговорить хотя бы, чтобы решение сделать на основании конкретных данных, а не на основании того, что вот тебе показалось, что если там запятая пропущена, то этот человек неаккуратный. Ну, привет. Вот. Если мы говорим про дизайнеров, например, то да, конечно, ты ожидаешь, что у дизайнера есть какое-то чувство меры, вот, и что скорее он отразит свои навыки и знания в каком-то портфолио, на которое он даст ссылочку в резюме, но он не будет там делать какие-то сумасшедшие вещи с резюме, которые не позволят тебе его прочитать. То есть, да, есть определенные вакансии, на которые, да, ты будешь немножко так смотреть на формат, там, если ошибки, нет ошибок, но в основном, если мы говорим про другие вакансии, то формат не является критерием для отказа, так скажем. То есть нет такого, что я увидела офигенный там вот просто набор навыков, знаний, проектов и так далее, но мне не понравилось, как человек оформил резюме, и я подумала, ну тогда я вот этому откажу, а продолжу с тем, у кого формат классный. Нет, такого нет. Я, скорее всего, и того, и другого позову, потому что мне важно понять, что конкретно они делали, и насколько вообще мы им подходим, и насколько их набор знаний и скиллов подходит под вакансию. А есть ли разница, когда ты смотришь на резюме на позицию junior или когда ты смотришь на позицию mid-level и senior? Есть ли разница о том, как вот на что ты смотришь, как ты анализируешь это резюме? В целом, это все те же самые пресловутые базовые навыки. Просто у джуниора там, допустим, не будет требования, чтобы у него было 10 лет управления командой, чтобы у него там были какие-то конкретные проекты. Ну, так это и в базовых навыках в описании вакансии не будет фигурировать. В то время как для более, так скажем, старшего специалиста, для синьора, у вас могут быть какие-то интересные там эксклюзивные требования, так скажем, по которым ты будешь отсматривать. А так и джуниор может составить классное резюме, и синьор, и визуально они могут вообще ничем не отличаться. То есть ты будешь смотреть на контент, что там в этом резюме написано. Окей. И вот я всем говорю то, что неважно, допустим, если у вас был хороший, классный, интересный проект, неважно, был ли этот проект на работе, за который вам платили деньги, или это был учебный проект, или это было волонтерство. Это правда, да?
правда, да, абсолютно. Даже если, знаешь, да, у некоторых людей даже есть вот такое, что у меня был свой проект или там свой бизнес, но он не пошел, поэтому, наверное, я не буду его указывать, потому что, ну, как-то, а как я буду рассказывать о своем провале? Так это прекрасно, что у вас был провал. Если компания адекватная, и, соответственно, отдел рекрутинга там адекватный, он понимает, что он оценивает, а что не должен, то это, наоборот, большое преимущество, что у вас был опыт делания чего-то самостоятельно. И да, мы иногда проваливаемся, мы каждый в наших начинаниях, на работе, там, в личной жизни, мы иногда, ну, у нас бывают провалы, это факт. Другой вопрос, что вы из этого почерпнули, потому что любой опыт, и положительный, и не очень, он нас чему-то учит. И очень вероятно, что в таких компаниях, как Microsoft или Amazon, вот этот ваш провал, он как раз будет очень важным, потому что вы уже взяли на себя определенные обязанности, вы уже потрогали какие-то вещи руками, которые другие сотрудники, может быть, вообще никогда даже не представляли себе. И у вас уже есть тот опыт, который вас научил тому, чего другие не знают и не умеют. Поэтому совершенно не нужно бояться того, что у вас там были какие-то не очень удачные проекты. Опять-таки, смотрите, где вы хотите работать и какая культура вам подходит. То есть, если компания отсеивает вас из-за того, что им не понравился ваш формат резюме, ну, опять-таки, я не призываю вас делать сумасшедший формат резюме, но просто поймите меня правильно. Если у вас где-то не идеальный формат резюме и вас отсеяли, то, ну, вопрос. А что они на самом деле ищут? Если у вас провальный проект, и вы стесняетесь там про него говорить, потому что вы думаете, что этот работодатель вас отсеет автоматически, ну, подумайте, а хотите ли вы на них работать? Вот на компанию, которая не признает, что ошибки — это нормально вообще-то, а это нормально. Вот. То есть смотрите на все вот эти вот значки маленькие и красные флажки, потому что выбирает не только компания вас, вы тоже выбираете компанию. И я вот, например, знаю, что некоторые консультанты очень, например, настаивают на том, что ни в коем случае нельзя в резюме там показать, что у вас был перерыв в карьере. О боже, у вас был перерыв, обязательно там нужно чем-то заполнить, чему вы обучались. Нет, это хорошо, если у вас действительно был перерыв, там, во время которого вы чему-то обучались, круто, это нормально показать. Но если у вас был какой-то перерыв, связанный с вынужденным переездом, с какими-то травмирующими событиями, то об этом писать в резюме, ну, как говорится, это вообще не дело вашего рекрутера, почему у вас был перерыв. То есть это не то, что он должен оценивать. Более того, в таких компаниях, опять-таки, как Amazon, и это как раз то, чем я занималась в Амазоне, есть программы, которые помогают людям с длинными перерывами в карьере от года вернуться назад в профессию. Потому что люди, у которых был перерыв в карьере, это не прокаженные люди. Это не люди, которые хуже других, у которых нет перерывов в карьере. Вы могли заниматься чем угодно. Вы могли растить 3 детей в одиночку, и вы не обязаны при этом там придумывать, что ой, я еще занимался английским, а еще я катался на лыжах, а еще я там изучил Excel, а еще я научился программировать на питоне. Нет, у вас жизнь, вы живой человек, и вы не обязаны отчитываться, почему у вас там какой-то промежуток. Если вы хотите, опять-таки, это не проблема. Вы можете написать, почему у вас там какие-то промежутки в работе были, какие-то пробелы. Вы можете, если для вас это окей. Но если у вас был травмирующий опыт, сложная жизненная ситуация, и вот вам нужно сидеть и что-то придумывать, выдумывать и так далее, чтобы ублажить рекрутера или работодателя, то вопрос, хотите ли вы там работать. Все. Спасибо большое, что говоришь об этом, Лер, потому что это действительно очень важно. И да, с одной стороны, действительно есть работодатели, которые дискриминируют и которые могут на какую-то мелочь обращать внимание и на основании нее делать вывод. И да, я абсолютно согласна с тем, что в этом случае человеку нужно подумать, насколько он вообще хочет работать в этой компании. Но в то же время я очень часто здесь, допустим, встречаю людей, которые говорят, вот меня дискриминировали по возрасту, или там меня дискриминировали там потому, что у меня был большой перерыв, или потому, что у меня был неудачный проект и так далее. И вот когда эти люди говорят, что они при этом подавались, допустим, в большие компании с таким с именем, да, которые дорожат своей репутацией, начинается сомнение. То есть каждый раз я спрашиваю человека, скиньте мне резюме, давайте посмотрим. Вполне возможно, проблема в чем-то другом. И это просто такая вещь, которая сразу приходит на ум, потому что ты про себя знаешь, и, допустим, ты сам внутренне там по своей культуре считаешь это недостатком. Не факт, что компании считают это недостатком. И да, чаще всего в этом случае очень важно отдать резюме или поговорить просто с каким-то человеком извне, который может дать какой-то независимый фидбэк. Потому что компании, опять же, не дадут чаще всего фидбэк вот такой честный, да, потому что их могут засудить. А вот человек не предвзятый может очень честно сказать, по крайней мере, какие-то вещи, которые он видит как ред-флаги. Могут засудить, и тут даже, знаешь, в чем еще момент? Очень много кандидатов проходят через один и тот же отдел, и для того, чтобы каждому кандидату давать взвешенный фидбэк, который ему поможет
для этого нужно нанять какого-то отдельного человека, который будет просто сидеть и заниматься только этим. Мгм. То есть, как правило, у отдела нет возможности давать развернутый фидбэк. Иногда есть такие службы в компаниях, опять-таки в больших компаниях, куда рекрутер может обратиться. То есть, например, я понимаю, что меня прессует какой-то кандидат, причем там, не знаю, в агрессивной форме, говорит, обязательно дайте, я хочу знать, иначе я пойду в суд. Ну, ты же не вредитель, да? Ты в этом случае обратишься в специальный legal отдел, который занимается именно вот такими кейсами, и который свяжется за тебя с этим кандидатом для того, чтобы дать ему так обратную связь, чтобы этот кандидат, с одной стороны, остался счастлив, с другой стороны, у него не было желания подать в суд на компанию. Вот. Но это в больших, очень крупных, очень таких продвинутых компаниях это так работает. Обычно в средненьких, маленьких компаниях нет такой возможности, поэтому у нас часто в описаниях вакансий тоже написано, что, к сожалению, мы не даем персонализированную обратную связь, но мы вам с удовольствием дадим prep materials для того, чтобы вы могли успешно подготовиться к собеседованию. Вот, то есть, ну вот как-то так. Окей. Ты сказала, что неудачные проекты, там, гэпы в опыте работы не являются редфлагами. А что является редфлагом? Вот, допустим, какие у вас частые причины отказа? Вот смотри, я здесь сразу оговорюсь, что они являются редфлагами для многих компаний, но я знаю, что есть такие компании, там, или нанимающие, то есть какие-то индивидуальные товарищи, которые это могут рассматривать как red flag, и если у них нет рядом рекрутера, который скажет, алло, это вообще-то дискриминация, да, и это может быть не твоим делом вообще, почему кандидат не работал, то есть если он сам об этом заговорит, окей, если он сам об этом не заговорит, то, пожалуйста, не надо вот в пчелиный улей палкой, пожалуйста, потому что это может быть очень неприятно, это может быть больно, и человек, в принципе, может об этом не хотеть говорить. И это не имеет отношения к твоей вакансии, которую ты вот открыл. Как тебе это поможет определить навыки, знания и качество кандидата? Ну, наверное, никак. Вот, то есть ты проводишь эти беседы, но у некоторых нет рекрутера, который бы вот этим занимался, там, объяснял, рекрутер иногда сам не знает ни черта. Поэтому я не говорю, что это для всех не важно, но, опять-таки, это к вопросу, оно вам надо или нет. Потому что если это отпугнуло работодателя, ну, может быть, и бог бы с ним, может, подождем того, кто более адекватно умеет оценивать кандидатов. Вот. На что обращаешь внимание, когда смотришь резюме? Честно, среди red-флагов, наверное, ну вот опять-таки повторюсь, если, допустим, ты ищешь маркетолога и ты видишь, что человек плохо пишет, то это red flag. То есть это зависит от роли. Если ты видишь, например, разработчика, который говорит, что он знает определенные там языки программирования, фреймворки, библиотеки, и делает ошибку в слове панда, там что-нибудь такое напишет, ты иногда панда, читаешь, думаешь, подожди, мы сейчас о ком, о животных, или все-таки про питон речь идет? Ну, то есть, когда они делают ошибки в технологиях, там я видела что-то наподобие много DB, я такая, что? Много DB? Database? Да, вместо MongoDB, да, понимаю. Я думаю, пойду загуглю, потому что у этого кандидата несколько раз было в резюме что-то много, манго, монго, и я думаю, это разные вещи, или я просто чего-то не знаю. В итоге оказалось, что это просто опечатки, то есть один раз из 3 был правильный, все остальное было много, манго, монго, боже мой. Все, короче, было в куче, но ты понимаешь, что это немножко странно, когда человек в своем резюме делает такие вот опечатки, потому что, это технологии, да. Над рекрутерами обычно все подсмеиваются, что, типа, вот найдите из вот этого списка покемонов там, что покемона, что фреймворки и libraries, это улыбает. Но когда профессионал делает в этом ошибки, конечно, это red flag, то есть ты думаешь, так неаккуратно писал резюме, или он просто не знает этой технологии, но решил ее бухнуть, потому что, вдруг АТС-ка отсеивает по ключевым словам, дай-ка я лучше напишу все, что знаю и не знаю. Вот. То есть это скорее какие-то специфические моменты для конкретных ролей, вот, а не такая вот универсальная общая штука. Да, конечно, если слишком много ошибок и опечаток, это наводит на мысль, почему человек совсем не постарался, да, вот. Но если это где-то одна там пропущенная буковка или запятая, и не в технологии, которая является ключевой в требовании вакансии, то окей, на это можно глаза закрыть, потому что не все хорошие писатели, и это тоже нормально. Некоторые люди вообще дислексики, и для них, в принципе, писать сложно. И если ты не планируешь оценивать их там чтение и письмо, допустим, ты оцениваешь их рисунок, то сконцентрируйся тогда на оценке рисунка, да, а не на том, как они пишут резюме. То есть вот какие-то такие моменты. Конечно, бывают забавные случаи, когда кандидаты вместо резюме там прикрепляют какой-то вообще совершенно левый документ, и ты получаешь его, и ты думаешь, чего это такое? У меня было такое, что кандидат подался на больше, чем 30 вакансий, и на все 30 вакансий прислал меню из ресторана. Я сначала думала, что это креативное резюме. Я думаю, в форме меню,
сделано. А потом я начала считать и думаю, так это же меню. Да, я написала кандидату, я говорю, мы получили ваш application, но, к сожалению, вместо резюме здесь вот меню. Вы бы не могли, пожалуйста, прислать на эту же вакансию, но application с резюме? И кандидат так невозмутимо, да, пожалуйста, и присылает мне на почту резюме. Спасибо, вот и поговорили. Слушай, удивительно. То есть ты в этом случае пишешь кандидату. То есть ты не просто кликаешь «нет» и все, ты пишешь человеку? Ну, по-разному. На самом деле, иногда я кликаю. То есть, если мне прислали какую-то фигню, я так, все. Но в тот момент мне просто было интересно посмотреть. Но я вижу, человек упорно подавался на 32 вакансии. Я думаю, ну, бывают же косяки. Ну, вот, ну, с кем не бывает, что ты просто перепутал файл, ты его прикрепил ко всему, к чему мог, и в итоге это оказался не тот. И, в общем, да, я попробовала, но там, по-моему, ничего не получилось. Я не помню уже, чем история закончилась, но было такое. Окей. Вот ты нанимала и в Европе, и в США, правильно? Да. Есть ли какие-то культурные различия? Ну, есть, да. Особенно в том, как кандидаты себя презентуют, как они пишут резюме. В американской культуре, безусловно, очень у кандидатов классно развиты навыки продаж. И иногда бывает сложно оценить кандидата и вычленить, вот знаешь, то, что реально важно, и то, что было бла-бла. То есть тебе иногда приходится отматывать немножко назад и перепроверять, ты понял так или не так, потому что вот очень часто американские кандидаты очень круто себя презентуют, у них потрясающие языковые навыки, безусловно, если ты их интервьюируешь на английском, и поэтому очень часто тебе вот действительно нужно прям сесть и посмотреть на свой фидбэк, на свои вопросы, на свои ответы для разных кандидатов, для того, чтобы удостовериться в том, что вот тебе какой-то кандидат кажется более подходящим, не потому что он классно болтал, а потому что у него реально есть те навыки и знания, которые тебе нужны. Вот, потому что, да, это бывает сложно. И поэтому, кстати, вот именно поэтому очень важно задавать стандартизированные вопросы, одни и те же, ну, похожие, или одни и те же кандидатам на одну и ту же позицию, и оценивать именно ответы, факты и конкретные данные, а не вот это вот все бла-бла. Более того, конечно, ну, сейчас, правда, эта культура, она приходит. И на русскоговорящее пространство, это вот когда у тебя продал столько-то, сделал вот то-то, вот так-то, и повысил продажи на 1,000,000%. Там. Вот эти вот резюме в стиле лозунгов, знаешь, где каждая строчка содержит обязательно какие-то цифры. И хрен бы с ним, что ни рекрутер, ни нанимающий менеджер не смогут найти подтверждение этим цифрам, ну, потому что есть просто конфиденциальная информация, да, которую ты как кандидат можешь сказать. И на этапе отсмотра резюме я не могу сказать, это правда или неправда, то есть написать можно все что угодно, да, но они пишут вот этими вот такими вот измеримыми результатами. Я вижу, что сейчас этот тренд тоже пришел на русскоговорящее пространство, где кандидаты... Нет, это здорово показать результаты, то есть, опять-таки, сейчас не поймите меня неправильно, скажут потом, что Валерия сказала, что не надо результаты писать. Нет, классно написать результаты. Все в порядке с результатами, но резюме все-таки нужно писать таким образом, чтобы его мог читать человек, да, человек, который читает, и понимает вашу историю, понимает, что происходило, как, к чему вас это привело, какую пользу там вы причинили и так далее и тому подобное. Но писать вот именно вот этими вот одинаковыми фразами «сделал», «усилил», «углубил», там, как это, я не помню в той шутке. Но, короче, вот таким языком писать не обязательно, потому что вас читает все-таки не робот, а человек. И у меня были такие случаи, когда я показываю, не понимаю немножко резюме, показываю нанимающему менеджеру, чтобы получить какой-то совет, там, допустим, вот как тебе вот это резюме? А он его читает тут в Германии и говорит, ну, это какая-то рекламная кампания. Вот. Ну, то есть, действительно, вот эти резюме, они иногда выглядят как какая-то рекламная кампания, где человек шарашит ключевыми словами, цифрами, которые мы не можем проверить, и, в принципе, мы не будем пытаться их прямо сейчас здесь проверить. То есть, вопрос, надо, не надо, все это так вот в такой концентрации писать. Но, да, таких резюме сейчас становится очень много. Особенно от русскоговорящих кандидатов в Европе. Видимо, потому что все, кто переезжают, они испытывают вот это вот чувство, что мне чего-то не хватает, мне нужен карьерный консультант, мне нужна какая-то помощь от профессионалов. И вот часто они обращаются к карьерным консультантам, которые там специалисты по продукту, специалисты там, не знаю, по маркетингу, но не по рекрутингу. И, возможно, они даже в каких-то компаниях были нанимающими менеджерами. Возможно. Но со стороны бизнеса, а не со стороны рекрутинга. И вот они всех подряд вот эту вот гребенку гребут, что нужно в каждой строчке результат, в каждой строчке там XYZ, вот эта формула из Google и так далее. И вот получаешь эти резюме, где в каждой там строчке вот эти вот цифры, ключевые слова и так далее. Пытаешься это прочитать, ну, иногда это бывает сложно. Спасибо, что сказала об этом. Вот, кстати, тоже я часто, когда разговариваю с людьми, с одной стороны, да, вот в Америке действительно есть формат, что там в каждой строчке результат пихать не нужно, но, типа, желательно, чтобы на каждое место работы хотя бы одна цифра результирующая
была в резюме, да. Но, опять же, вот когда люди спрашивают о том, какую цифру здесь написать, я, допустим, лично говорю людям, пишите то, о чем вы можете очень подробно, очень детально рассказать на интервью. Потому что если у вас описана цифра, Amazon не будет спрашивать по резюме, Amazon спрашивает по своим вопросам. Но многие компании будут вас спрашивать по резюме. И если я вот, допустим, как интервьюер вижу в резюме, вот когда я в маленькие компании нанимала, я вижу там строчку с результирующей цифрой, это будет мой первый вопрос кандидату. Расскажи мне вот про вот этот проект, что конкретно ты делал, что делали другие люди, как ты повлиял на этот процесс и как твоя конкретная работа привела к этой результирующей цифре. Вот. И да, как бы, если человек это придумал или как-то там что-то поднаписал проект, который делали другие люди, это, конечно, теоретически может прокатить, но только если он детально разбирается во всем процессе, как это было сделано. Да. Более того, культивируется сейчас очень активно вот это вот достигаторство, что обязательно нужно мыслить только достижениями. Вот только достижениями. Так как будто бы у тебя на работе нет процессов, нет каких-то обучающих моментов. Потому что процессы тоже важны. Давайте честно. Не бывает такого, что ты утром проснулся, встал с кровати, пошел и тут же чего-то достиг. У тебя бывают периоды, когда ты по полгода не видишь никаких результатов. Но это не значит, что ты ничего не делаешь, и что это не важно то, что ты делаешь. И вот эта вот культивация исключительно достигаторства, что нужно обязательно показать себя лидером и достигатором в резюме, что это прям вот основная цель. Мне кажется, что это немножечко прессинг на пустом месте для кандидатов. Вот я бы не стала этого рекомендовать, несмотря на то, что я бывший сотрудник Амазона, и мы с тобой прекрасно знаем, как важно говорить про лидерские принципы, сколько их в Амазоне, как они оцениваются. Но мне кажется, что некоторые люди просто неправильно немножко интерпретируют вот эту вот идею с лидерством, с лидерскими принципами, и они делают то, что, в общем, не обязательно делать абсолютно в резюме, то, что не приносит никакой ценности. Я могу сказать по себе, вот по моей риторике ты можешь понять, да, что мое резюме — это не про достигаторство, да, это, там есть какие-то достижения, безусловно, которые действительно со мной произошли, я их как-то организовала, но в моем резюме не только это, там есть и просто вот конкретно про функционал, например, в том числе. Цифр, не так, чтобы супер много, там, где я смогла реально измерить что-то, да, и это классно по индустрии, то есть не какая-то рандомная цифра, это что-то классное, это вот имеет смысл туда вписать. Это да, есть. Но такого вот, что я там прям по формулам писала каждую строчку, такого нет. Тем не менее, у меня было интервью в Netflix? Было. Я дошла до последнего этапа. Меня не взяли, правда, потому что взяли кого-то, кто в индустрии развлечений уже работал. Я вот проиграла этому кандидату, но тем не менее, это значит, что резюме прошло, да, мы делаем вывод, что резюме прошло, потом собеседование прошло, то есть все было хорошо. Google, у меня был оффер от Google в тот момент, когда я проходила вот во второй раз в Amazon, то есть у меня был оффер и из Google, и из Амазона. Что это значит? Это значит, что опять-таки мое недостигаторское резюме туда каким-то образом прошло и было правильно прочитано, было правильно понято. То есть резюме могут быть разными. И вот это вот, знаешь, стандартизация, которую так сильно рекламируют карьерные консультанты и коучи, мне кажется, что она очень часто просто на ровном месте взялась, и это просто какой-то принцип, который помогает им продавать свои услуги. То есть им говорят, нужно оцифровать резюме. И ты такой, а как я оцифрую? Сколько личных дел сотрудников я перелопатила? Я только этим и занимаюсь, извините, на работе. Там, не знаю, вот у меня был просто период в моей карьере, когда я занималась вот только ведением личных дел сотрудников. И, было бы сложно что-то оцифровать. Да, ты можешь оцифровать, сколько их было, этих сотрудников, да, что их много, там, 3000, например. Окей. Но просто я понимаю, что есть вещи, которые оцифровывать категорически сложно, и вообще-то не нужно их оцифровывать. Процесс тоже важен. Вот. И инструменты, которыми ты пользовался, важен. И твой подход важен. То есть там много всего, чего еще кроется, кроме цифрок, которые сложно вообще-то проверить. Вот. А некоторые и показывать нельзя, потому что это конфиденциальная информация. Ты, скорее всего, подписывал какое-то соглашение на своей предыдущей компании. Там тебе обязательно сейчас возразят: проценты укажите. А тогда нафига мне проценты, если я их проверить не могу? Я не могу понять, что это было вот именно в формате вашей компании. Это было достижение, не достижение, а какое среднее по рынку и так далее. То есть, если я это увижу, я, конечно, расспрошу, но просто на этапе резюме это все равно будет непонятно. Класс, спасибо большое, что делишься. Кстати, про NDA тоже довольно много людей у меня спрашивают. Говорят, как я буду писать цифру, если у меня было NDA? Ответ — никак. Да. Не надо писать то, про что у вас было NDA. И это будет намного больше red flag, что вы нарушили NDA, чем то, что вы написали какую-то цифру. А консультанты тебе сейчас скажут, что нужно тогда написать, что сделал вот это благодаря вот внедрению того-то, того-то и увеличил чего-то там на 50%. Насколько это информативно, и насколько я как рекрутер или там кто-то как нанимающий менеджер клюнет конкретно на эту
формулировку, ну, я не знаю, для меня это не принципиально, потому что мне вообще-то нужно поговорить с человеком и изучить, что там на самом деле происходило, потому что, знаешь, так же, как у рекрутеров есть там, допустим, метрика, я просто приведу пример, да, такой, потому что он мне близок, я могу о своей области говорить более подробно, чем о других. Там, допустим, кто-то напишет в резюме: за год нанял 120 человек. Ну, вопрос, это много или это мало? Ну, если у тебя масс-рекрутинг, то есть это вот, знаешь, когда люди приходят, уходят, и у тебя постоянно вот этот вот конвейер, ты в день получаешь миллиард резюме, быстрый процесс, да, ты можешь нанимать 20 человек в месяц, и это не будет каким-то достижением, это будет нормой по твоей вот индустрии, по твоей конкретной специфике. Когда, например, ты работаешь на какой-то очень узкой, специализированной вот программе там, или что-то у тебя такое вот очень-очень бутиковое и очень особенное, то 2 человека в месяц — это может быть просто супер результат. Ну, то есть, и вот у тебя 2 резюме. Один занимался супер прицельным и очень сложным поиском кандидатов, другой занимался масс. У одного написано: у меня 20 кандидатов в неделю, в день, а у другого у меня 2 в месяц. О, вот у этого больше, а у этого-то 2. Что он там вообще делал-то? То есть тут всегда нужно смотреть, что с индустрией, какова была сложность вообще этого процесса. То есть сама цифра по себе, она может ничего особенно не значить. И в резюме ты не можешь это объяснить во всех деталях. То есть ты можешь там, ну сколько ты на каждый bullet point отводишь. Ну ты же не можешь целое эссе там написать. Поэтому тебе нужно это как-то сформулировать так, чтобы это было понятно, но не обязательно разбрасываться вот этими цифрами, которые сложно оценить на этапе отсмотра резюме. Детали, у вас про детали все равно спросят во время собеседования, как правило. Вот. И все равно вам придется рассказать, что делали, как там, кто еще был в команде, как вы принимали решения, какие там проблемы у вас были и так далее. Но это будет не на этапе резюме. На этапе резюме все-таки мы смотрим на базовые квалификации, важно, чтобы они там были, и чтобы резюме было понятное, читабельное, и, в общем, все. Вот это вот все, что нужно. Спасибо большое, Лер.